Друзья, доброе время суток. Сегодня с вами нутрициолог Андрей. Сегодня мы поговорим о витаминах. Сколько витаминов принимать и каких витаминов? Мы обратимся к нормативному документу, который называется «Гигиена питания, рациональное питание, нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Это методические рекомендации. Они разработаны и утверждены государственным санитарно-эпидемиологическим нормированием Российской Федерации. Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в защите прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 22 июля 2021 года. А обратите внимание на фамилию, имя, отчество главного санитарного врача Российской Федерации. Когда я вижу сертификаты, выданные Поповой на те или иные витамины, минералы, это меня вдохновляет на покупку таких витаминов, минералов. Я думаю, что это как знак качества. Возможно, вы так не считаете, тогда напишите в комментарии, как вы считаете, так это или нет. Сколько будет человек за, сколько будет против. Итак, переходим к витаминам. Витамины относятся к группе микронутриентов. Витамины бывают водорастворимые и жирорастворимые. Начнем с водорастворимых витаминов. К водорастворимым витаминам в первую очередь относится витамин С. Формы метаболиты аскорбиновой кислоты относятся к группе неферментных антиоксидантов, активизируют биосинтез кортикоидных гормонов, ответственных за адаптивные реакции организма, обуславливая антистрессорное влияние, тормозит процессы пероксидного окисления липидов, с чем связан его мембрано-стабилизирующий эффект и имеет капилляроукрепляющий эффект, который регулируется путем того, что витамин С существенно влияет на формирование коллагеновых волокон сосудов, кожи, костной ткани, зубов, способствует усвоению железа и нормализует процессы кроветворения, участвует в окислительно-восстановительных реакциях функционирования иммунной системы. Физиологическая потребность для взрослых 100 мг в сутки. Физиологическая потребность для детей от 30 до 90 мг в сутки. Нехватка витамина С провоцирует рак, диабет, атеросклероз, болезни крови и печени, кровоточивость десен, разрушение выпадения зубов, от незначительного воздействия на кожу образуются синяки, боль при ходьбе, малокровие, слабость, упадок сил, плохой аппетит. Стареет кожа, появляются мелкие морщины и участки шелушения, выпадают волосы, снижается зрение и слух. Витамин В1 – тиамин. Тиамин в форме образующегося из него тиамин-дифосфата входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также метаболизм разветвленных аминокислот, играет определяющую роль в превращении глюкозы в другие сахара. Тиамин моделирует передачу нервного импульса, регулирует перенос натрия через нейрональную мембрану, оказывает антиоксидантное действие. При дефиците тиамина нарушается метаболизм углеводов, что способствует избыточному накоплению в организме жира, а также ведет к серьезным нарушениям нервной, пищеварительной и сердечной сосудистой систем. Потребность в тиамине зависит от потребления углеводов и энергии, поэтому рекомендуемое потребление тиамина соотносится с потреблением энергии. Физиологическая потребность для взрослых 1,5 мг в сутки или 0,6 мг на 1000 калорий. Физиологическая потребность для детей от 0,3 до 1,5 мг в сутки.
Витамин В2 – рибофлавин. Рибофлавин в форме коферментов участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения. На рибофлавиновый статус влияет физическая активность, поэтому потребность в этом витамине может быть выражена в расчете на единицу энергетической ценности рациона. Физиологическая потребность для взрослых 1,8 мг в сутки или 0,75 мг на 1000 калорий. Физиологическая потребность для детей от 0,4 до 1,8 грамм в сутки. Витамин В6 – перидоксин. Перидоксин в форме своих коферментов участвует в превращении аминокислот в метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, участвует в поддержании иммунного ответа, в процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистемии, анемии. Физиологическая потребность для взрослых 2 мг в сутки. Физиологическая потребность для детей от 0,4 до 2 мг в сутки. Витамин В3 ниацин в качестве кофермента участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма, способствует усвоению растительного белка. Недостаточное потребление ниацина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Потребность в ниацине зависит от потребления энергии. Физиологическая потребность для взрослых 20 мг, физиологическая потребность для детей от 5 до 20 мг в сутки. Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимозависимыми витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении. Физиологическая потребность для взрослых 3 микрограмма в сутки. Физиологическая потребность для взрослых 3 микрограмма в сутки. Физиологическая потребность для детей от 0,3 до 3 микрограмм в сутки. Фолаты В9 в качестве конфермента участвует в метаболизме нуклеиновых и аминокислот. Дефицит фолатов ведет к нарушению синтеза нуклеиновых кислот и белка, следствием чего является торможением роста и делением клеток, особенно в быстро пролиферицирующих тканях, клетках, костный мозг, эпителия кишечника и другие. Недостаточное потребление фолата. Физиологическая потребность для взрослых 400 микрограмм в сутки. Физиологическая потребность для детей от 50 до 400 микрограмм в сутки. Пантотеновая кислота В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых оболочек. Физиологическая потребность для взрослых 5 микрограмм в сутки. Физиологическая потребность для детей от 1 до 5 микрограмм в сутки. Биотин В7 участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме,
аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может привести к нарушению нормального состояния кожных покровов. Физиологическая потребность для взрослых 50 микрограмм в сутки. Физиологическая потребность для детей от 10 до 50 микрограмм в сутки. Жирорастворимые витамины. Витамин А играет важную роль в процессах роста и репродукции, дифференцировки эпительной и костной ткани, поддержания иммунитета и зрения. Дефицит витамина А ведет к нарушению темновой адаптации, куриная слепота или геморрагия, роговение кожных покровов, снижает устойчивость к инфекциям. Физиологическая потребность для мужчин 900 микрограмм в сутки, для женщин 800 микрограмм в сутки. Физиологическая потребность для детей от 400 до 1000 микрограмм в сутки. Бета-кератин является провитамином А и обладает антиоксидантными свойствами. 6 микрограмм бета-каротина или 12 микрограмм бета-каротина из пищи эквивалентны 1 микрограмму витамина А. Физиологическая потребность для взрослых 5 микрограмм в сутки. Витамин Е, альфа-токоферол, а также бета-токоферол является антиоксидантом, универсальным стабилизатором клеточных мембран, необходимых для функционирования половых желез, сердечной мышцы. При дефиците альфа-токоферола наблюдается гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения. Потребность в витамине Е возрастает с увеличением потребности ПНЖК и степенью их ненасыщенности. Составляет 0,4-0,6 микрограмм эквиваленте альфа-токоферола на каждый 1 грамм ПНЖК. Физиологическая потребность для взрослых 15 микрограмм эквивалентно сутки. Физиологическая потребность для детей от 3 до 15 микрограмм в сутки. Витамин D. Основные функции витамина D связаны с поддержанием гомеостаза кальция и фосфора, осуществлением процессов минерализации костной ткани. Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в костях, усилению деминерализации костной ткани, что приводит к увеличению риска развития остеопороза. Сниженные концентрации в сыворотке крови ассоциированы с целым рядом внескелетных заболеваний. Некоторые виды рака, артериальная гипертензия, возрастное снижение познавательной способности, нарушение функций иммунной и репродуктивной системы и другие. Физиологическая потребность для взрослых 15 микрограмм в сутки, для лиц старше 65 лет 20 микрограмм в сутки. Физиологическая потребность для детей от 10 до 15 микрограмм в сутки. Витамин К. Метаболическая роль витамина К обусловлена участием в модификации ряда белков, свертывающие систем крови и костной ткани. Недостаток витамина К приводит к увеличению времени свертывания крови, пониженному содержанию протомбина в крови. Адекватное потребление витамина К2 менанхионов ассоциировано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. И физиологическая потребность для взрослых 120 микрограмм в сутки. Физиологическая потребность для детей от 30 до 120 микрограмм в сутки. Сегодня это удивительный день, важный день, отличный день. Почему? Потому что вы сегодня можете узнать, с какими последствиями может столкнуться человек при недостатке тех или иных витаминов и вовремя предотвратить их, купив отличные витамины, которые соответствуют всем международным нормам. И эти витамины можно купить уже сразу же со скидкой 20%, с той скидкой, с которой покупаю я сам. И, соответственно, можете рекомендовать другим, и за это у вас будут дополнительные бонусы. И мы посмотрим, какие последствия недостатка витаминов могут приводить к серьезным последствиям. Я вам предоставлю нормативный документ, который доказывает те проблемы, которые
могут случиться с людьми при нехватке тех или иных витаминов. В том числе вот нехватка витамина С провоцирует рак, диабет, атеросклероз, болезнь крови, печени, кровоточивость десен, нарушение выпадения зубов. От незначительного воздействия на кожу образуются синяки, боль при ходьбе, малокровие, слабость, упадок сил, плохой аппетит, стареет кожа, появляются мелкие морщины и участки шелушения, выпадают волосы, снижается зрение и слух. При дефиците В1 тиамин нарушается метаболизм углеводов, что способствует избыточному накоплению в организме жира, а также ведет к серьезным нарушениям нервной и пищеварительной системы и сердечно-сосудистых систем. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитие гомоцистинемии, анемии. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении. Недостаточное потребление этого биотина В7 может привести к нарушению нормального состояния кожных покровов. Дефицит витамина А ведет к нарушению темновой адаптации, куриная слепота, роговение кожных покровов, снижает устойчивость к инфекциям. При дефиците витамина D наблюдается геморраз эритроцитов, неврологические нарушения. Недостаток витамина К приводит к увеличению времени свертывания крови, пониженному содержанию тромбоцитов в крови. Итак, мы видим проблемы, с которыми может столкнуться человек при недостатке витаминов, но, допустим, при превышении дозы тоже могут быть последствия. Но как их предотвратить? Друзья, я рекомендую употреблять не химические витамины, а натуральные витамины, употребление которых даже в повышенной норме не приводит к никаким проблемам, потому что это витамины биодоступные. И плюс к тому, эти витамины не содержат никаких вредных веществ, о которых мы поговорим на следующем слайде. Друзья, и что мне особенно важно, это то, чтобы витамины имели максимальную безопасность, чтобы они не содержали ни ГМО, ни гормоны, ни глютен, ни вредных консервантов, ни пестицидов и гербицидов, ни усилителей вкуса, ни искусственных ароматизаторов, ни фталатов. Да, есть действительно дешевые витамины, которые опасны для здоровья, и их опасность заключается в содержании вредных веществ. Я же рекомендую употреблять такие витамины, в которых эти вещества не содержатся изначально, когда компания заявляет, что да, продукт, возможно, будет дороже, но самое главное, что он будет безопасен для здоровья. Это то, что для меня ценно для меня, для моей семьи. И я рекомендую для вас и ваших семей тоже такие же безопасные продукты для здоровья, в том числе и витамины. Друзья, добрый день! Вы на YouTube-канале «Всегда здоров». С вами нутрициолог Андрей, эксперт по нутрицептике. Простые решения для здоровья до и после 50 лет. Для здорового долголетия. Я выпускаю новые видео каждую неделю. Вы готовы изменить свое здоровье к лучшему? Тогда запишитесь на консультацию и сделайте первый шаг к активной и здоровой жизни. Можете написать мне по WhatsApp, телефон +7 911 921 1005, телеграм-канал Эндрю Баксон, e-mail 921 1005 ab@gmail.com. Посещайте мой веб-сайт
всегдаздоров.топ, где даны рекомендации по улучшению своего здоровья. Я рекомендую покупать витамины, минералы и другие нутрицептики там же, где их покупаю я, по той же скидке, по которой и покупаю я. Переходите на веб-сайт всегдаздоров.топ, там написано, как перейти в такой интернет-магазин и как их закупить. В качестве этих нутриентов я уверен, потому что пользуюсь ими более 15 лет, а сама компания существует на мировом рынке уже более 25 лет. Но здесь я не упоминаю ни название компании, ни название витаминов, минералов, микронутриентов, для того, чтобы это не было рекламы. Друзья, никакой рекламы. Переходите, покупайте то, что покупаю я. Я это вам рекомендую.